Привет, друзья! Ну, во-первых, те, кто смотрели утренний блог, заметили, что я выглядел немножко странно. Ну и ладно, расскажу, что со мной было на самом деле. В общем, это просто жесть. Постоянно оно. Но теперь слушайте. На самом деле, чем мы тут собрались. Сегодня Порошенко выступал на открытии очередной сессии Верховной Рады, или как она там называется. В общем, открытие Верховной Рады. Вернулись из отпусков все ребята, и Порошенко выступил. И, в общем-то, давайте сразу с места в карьер, о чем он там говорил. І за умов, коли агресія Росії проти України все ще триває, а воєнна загроза зі Сходу є найскладнішим стратегічним викликом. Ну, понятно, что Петр Алексеевич, в общем-то, начинает с России. И тут первую часть я бы озаглавил бы так, знаете, аплодисменты Петра Алексеевича. На чем он ловил аплодисменты зала? Це, власне, головне, що я хотів би сьогодні сказати. Аплодисменты зала Петр Алексеевич ловил на каких-то абсолютных банальностях и абсолютно ничего не значащих фразах. Ну вот, к примеру, да, ни от кого и ни от чего наша безопасность не зависит, как от украинской армии и от работы украинской дипломатии. Ні від кого і ні від чого наша з вами безпека не залежить більше, ніж від Збройних сил України і від якісної роботи української дипломатії. Действительно, эта фраза достойна аплодисментов. Ни от кого и ни от чего не зависит солнечный день, как от солнца и от неба. Аплодисменты, пожалуйста. Нашими друзями передано бронетехніку. Это Петр Алексеевич переходит к тому, что мы получили, что нам подарили украинской армии. Ну да, под бронемашинами, я думаю, он подразумевает вот эти вот Хамвей. Узнали пухлую ручку? Это сам Петр Алексеевич Порошенко приклеил наклеечку на этот самый Хамвей. А вот мнение о Хамвее специалиста. Вообще мы покупаем металлолом, американский металлолом. Эти Хамвеи в 2012 году Пентагон объявил массовую модернизацию Хамвеев на переход американской армии на Хамвеи 4-го поколения. И сейчас в строю в Соединенных Штатах появляются новые машины, которые получили госзаказ с 2012 года на их модернизацию. Вот судя даже по камуфляжу, эти машины прибыли где-то с ближневосточных военных баз, то есть это машины, которые прошли, скорее всего, в Афганистан. Они пришли к нам без вооружения, то есть они бэушные. Мы заплатим за эти машины дважды. Первый раз при их покупке, а второй раз мы заплатим деньги за их переработку. Сепар какой-то, наверное, явно. Условия Афганистана, условия Ирака показали, что это паркетный внедорожник. Он очень хорошо себя чувствует только на твердых грунтах. Но мы, кроме этого, получили еще и Саксон. Может быть, Петр Алексеевич имеет в виду Саксон британские? Ну, не взял высоту. Это сами британцы поржали над нами и над своими саксонами. Что еще, Петр Алексеевич? Безпілотні апарати. Ну, злые языки говорят, что эти сверхлегкие беспилотные аппараты, которые передали Штаты, они, мол, еще аналоговые. А почему передали нам их? Потому что на цифру переходят. Ну, может, просто злые языки, потому что я слышал, что там модификация вроде как свеженькая. Засоби спостереження і засоби зв'язку. Радіолокаційні станції контрбатарейної боротьби тощо. Всі станції не нові. Те, що не знадобилось американцям, вони передали на український фронт. От этих слов гордость такая как-то поднимается. Все фигня, главное митинг. На любую вот передачу любого металлолома приезжает Порошенко и дает там выступление. Я нікому не раджу перевіряти українські війська. Який термін нам буде потрібен для того, щоб висунути артилерію? Ну все, получил старые радары и сразу же уже начинает угрожать. Никому не советую пробовать тут на нас, понимаешь, надвигаться. Я думаю, что люди, которые передали эти батареи, посмотрели на этого президента и улыбнулись. І кілька тижнів тому надійшла велика партія приладів ночного бачення. І ще одна зараз на підході. Ну, скорее всего, имеется в виду вот это вот. 31 августа они как раз поступили. Видите, предусмотрительно замазана модификация. Ну, мы понимаем, зачем. Вот, получите, ребята, на тобі, Боже, що мені не гоже.
боец рассматривает и, наверное, думает, куда мне его пристроить. 2 роки тому їй майже не було. І тепер вона є, та ще й яка. Это Петр Алексеевич опять-таки об армии. Мол, ее вообще не было. Ее не было, а сейчас мы ее построили, мы ее сделали. Ну и опять, конечно, угрожает невидимым им. Нехай тільки сунуться. І символічним звітом був той парад 24 серпня. Честно говоря, Петр Алексеевич уже поддостал своим парадом, потому что он к месту, не к месту вспоминает парад, который мало чем отличался от парада 2008 года. Но мы не сравнивали с парадами более ранних лет. Не, он отличался, потому что в 2008 хотя бы самолеты пролетели. Минулого року було прийнято на озброєння близько 2 десятків нових видів зброї. Вот эти новые виды вооружения, скорее всего, секретные, засекреченные. Впрочем, я когда смотрю видео, где Петру Алексеевичу Порошенко демонстрируют новые виды вооружения, у меня, знаете ли, что холодеет внутри. Вот на этом месте у меня как раз таки все и похолодело. Потому что на самом деле, видите, презентация новейшего вооружения украинской армии, эксклюзив. Потому что где-то я уже такую штуку видел. И это странно, потому что надписи по-русски. Зачем новейшему украинскому вооружению надписи по-русски? Лазерный прибор разведки ЛПР-1. Советский прибор еще. Да. Ну, я не знаю, это зрада или перемога, ну, похоже на зраду на самом деле, потому что советский прибор демонстрировать президенту как новейшее какое-то там вооружение украинской армии. І наголошую, це ми ще на самому початку процесу. Это один из 20 приборов новейших, я так понимаю, да? Или есть еще какие-то виды вооружения? І все, що ми здійснюємо в оборонній галузі, ми робимо міцно тримаючи в руках компас, стрілка якого показує твердо на Північну Атлантику. Стрелка компаса, с которым Порошенко осуществляет всевозможные изменения, показывает на Североатлантический альянс, то есть на НАТО. Нашою стратегічною метою залишається вступ до НАТО. Ну и опять бурный аплодисмент, это просто гениальная фраза. Вы знаете, стратегической целью бомжа, которого я периодически встречаю на улицах Лиссабона, является женитьба на Дженнифер Лопес. Серьезно, серьезно, можно поаплодировать ему. Ну а здесь, знаете, немножко о России. Я потом напомню, что это на самом деле Верховная Рада, это президент Украины. Від Москви. Он з Росією, що Росія російсько-терористичних військ в в'язницях Російської Федерації. Російських військ. Росія. Для мене головним була, є і буде боротьба за відновлення територіальної цілісності України в кордонах 1991 року. Тоже гениальная фраза, согласитесь, достойная аплодисментов от вот этих вот слуг народа. Для меня было, есть и будет в приоритете создание мира, где все будут жрать от пуза. Крим є, Крим був і Крим буде українським. Ніякої іншої розмови не буде. Сало было, сало есть и сало будет самым вкусным украинским продуктом. Бо поведінка Росії в світі, спроби Кремля, експансіонізм Кремля з Кремлем, Путіна, от чуто російський акцент. Між Москвою опозиції, їхніх країн з Росією. Голосування Росії в країнах ЄС. Кремль не приховує на Російську Федерацію. З Російської Федерації вторгнення з боку Росії, порушення Росією прав людини, які утримуються в Росії. Это он в Госдуме выступает? Да нет, это в Верховной Раде. На Грушевского. Теперь о перемогах. Минулорічний обсяг інвестицій сягнув $132 мільйона. Із них майже половину забезпечили іноземці. 130 миллионов долларов инвестиций. Ну нифига себе, 40-миллионная страна. Огромное государство. 130 миллионов. И почти половину обеспечили иностранцы. Это круто, Петр Алексеевич. Теперь в сфере IT что там? Найдинамічніше в Європі зростаюча кількість IT-фахівців і більше 90 тисяч зараз з очікуванням збільшенням до 200 тисяч вже в наступному році. Да ладно, даешь миллион, 2, 10 миллионов IT-специалистов. Как тут не вспомнить мой недавний видеоблог? А чем вы сейчас занимаетесь? Нашел себе работу и работаю. По специальности?
А на кого вы учились, если не секрет? Программист. А работаете? Работаю, ну, как даже вам объяснить, да? Можно сказать, курьер и документами занимаюсь. І добре, що наша вища освіта гнучко реагує на цей запит ринку праці. Да, даешь больше IT-специалистов. Но это как бы про Россию еще он не закончил. Тут дело в том, что Россия еще экономически давит на нас. Крім військового втручання, Росія здійснює, безумовно, і економічну агресію проти нашої держави. А это потому, что Россия свои рынки закрыла. Вы представляете, вот до этого он рассказывал, а потом говорит, она еще и рынки закрыла. Но тут самое интересное, что это вообще какой-то зрадой попахивает. Потому что, оказывается, еще в 2013 году Россия начала наступление. В 2013 году она начала наступление на страну, которую управлял ставленник Кремля, да? Атака Кремля почалася ще до Майдану. І були запроваджені обмеження, які призвели падіння українського експорту в 2013 році в Російську Федерацію. І обсяги нашого експорту до Російської Федерації впали в 5 разів. І, напевно, це думали вони, що поставлять Україну на коліна. Эти глупцы реально думали, что своей агрессией поставят нас на колени. Не вышло. Они мечтали о том, что... Що різко зросте безробіття, зубожіння. Але так не сталося і не станеться. Но при этом агрессивное закрытие России своего рынка стало для Украины экономическим шоком. Що агресивне закриття Росією свого ринку стало для України економічним шоком. І воно обійшлося нам за деякими підрахунками мінімум 15 мільярдів доларів. Ми втратили десятки, якщо не сотню тисяч робочих місць. Извините, здесь я не понял, он 20 секунд назад другое говорил. Що різко зросте безробіття, зубожіння. Але так не сталося і не станеться. Странный Петр Алексеевич человек, но самое главное, что вот как раз таки самую главную причину проблем в стране он нашел. І ця економічна агресія – одна з головних причин стрімкого падіння рівня життя. Опять не понял. Що різко зросте безробіття, зубожіння. Але так не сталося і не станеться. Скажіть мені, будь ласка, а для чого Росія це зробила? Потому что они мордорти, понятно. І головною альтернативою російському для нас є ринок Євросоюзу. І з 1 січня вже запрацювала поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі з Євросоюзом. Ну вот, наконец-то заработало. Это то, ради чего все и начиналось. Это то, ради чего расхряцали всю страну. И... Збільшення нашого експорту в Євросоюз в першому півріччі вже склало Майже я жду какие-нибудь сумасшедшие просто проценты. Может быть в миллиардах будет мерить, а может в триллионах. 7%. Сколько? Збільшення нашого експорту в Євросоюз в першому півріччі вже склало майже 7%. Это того стоило. Но более того, про 7% он говорит, не уточняя. Не уточняя, за счет чего растет украинский экспорт. А растет он вот по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. А фишка в том, что экспорт из Украины в ЕС продолжал стабильное падение. И здесь возникал ряд вопросов на самом деле. С чем это могло быть связано? А связано это было с тем, что по-прежнему нужны сельхозпродукция и металл. А больше ни хрена и не нужно. І в соціальних мережах я бачив нещодавно чимало іронії стосовно мого серпневого візиту до країн Південної Азії. Ну да, это я ржал, это я смеялся по поводу Индонезии. Говорит, рынок мы откроем в Индонезии. А для чего тогда с Евросоюзом подписал ассоциацию? Какая Индонезия? Кстати, Индонезия может нам поставлять кузнечиков жареных. Их мало, но они калорийные. Ну, там протеины и все такое. То есть вот такой вот миской кузнечиков украинец, который радуется изменениям в стране, может наесться на целый день. И это повысит, во-первых, его работоспособность. Впрочем, он безработный. Но, в общем, это не даст ему умереть. Соціальна ціна російської агресії. Все це важким камнем лежить на серці. І з одного боку, я не знаю прикладів в історії, коли б в країні, на території якої точаться бойові дії, процвітала економіка. Да. Действительно, когда на территории страны боевые действия, какая там процветающая экономика? Ну, Петр Алексеевич немножко лукавит. Ну да ладно, не будем возвращаться мы к этим всем примерам, потому что опять-таки скажут, что мы сионисты. Петр Алексеевич, но есть же и позитивчик, правильно? Індикатори аж зашкалюють позитивними цифрами. Люди пишаються українським громадянством,
державними символами, шанують і поважають українську мову. О, да, на самом деле это то, чем следует гордиться. Это на самом деле то, о чем можно отсчитаться. Смотрите-ка, люди пышаются, люди уважают государственные символы. Да ну, это просто круто. Уверен, он сейчас отчитается еще и о поваленных памятниках Ленина. Демонтовано більше, уявіть собі, 1200 ідолів Леніна. Да браво, как тут не поаплодировать президенту, который вот это вот засунул в достижение. Збільшення частки україномовних пісень на радіостанціях. Брависсимо! Забыл сказать о самой большой вышиванке, которую пронесли где-нибудь там в Житомире, к примеру. Ну, на этом все. Шановні колеги, давайте ще раз подякуємо президенту України за участь в відкритті нашої сесії. После вот этого феерического выступления у Порошенко в Твиттере появилась запись, там, типа там бла-бла-бла, слава Украине. И какой-то черт ему написал, героям слава. И я проверил, подумал, может быть псих больной, а может быть это нереальный человек, знает боты. Ну нет, вполне вроде бы как живой человек. Я ему написал, так, самый так, браты, буду еще краще. А он мне ответил, не брат ты мне, кремлевская гнида. Я не понял, при чем тут Кремль, я задал вопрос, типа, при чем тут, я же в Европе вроде бы как живу. Но все, это были все аргументы. Я думаю, что Порошенко вот при таком уровне народонаселения, он еще может править 40 лет, может 50. Потому что часовая речь обо всем и ни о чем, вот такая вот часовая бредовая речь первого лица государства свидетельствует о том, что он четко понимает, схавают.